Всем привет, друзья! Вас приветствует канал SuperStrong. И сегодня мы начинаем серию передач о тренировках. Сегодня мы тренируемся с человеком, при виде которого возникает первый вопрос. Какой же объем бицепса у тебя? Как я думаю, вы догадались, сегодня мы тренируемся с Денисом Цыпленковым. Встречайте! Денис Цыпленков родился 10 марта 1982 года в городе Кривой Рог. Чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов. Обладатель интерконтинентального пояса ПАЛ. Многократный призер чемпионатов мира по армрестлингу. Немиров World Cup. Участник команды профессиональной лиги силового экстрима. Является обладателем титулов «Самый большой бицепс России», «Самый сильный человек России». Рекордсмен книги российских рекордов. Денис, приветствую тебя сегодня. Здорово. Что мы сегодня тренируем? Расскажи, пожалуйста. Ну, у меня уже осталось немного времени до А1. Уже там, я не знаю, последние тренировочки. В основном все это связано со взрывами. Взрывная нагрузка на связочке. То есть отрабатываем, скажем, старт, взрыв. Все такое будет у нас. И с читингом, с подрывами, надрывами. Ну, собственно, буду пытаться делать любое упражнение именно для того, чтобы взорваться. То есть кому-то покажется это нестандартным, но у нас так. Сегодня будет жарко, я думаю. Ну как жарко? На самом деле главное не травмироваться, потому что осталось 2 недельки. За недельку надо будет уже отдыхать. Собственно, неделька тренировок осталась. То есть недели восстановления тебе достаточно? Ну да. Ну там со жгутами, опять же, нагрузку снимаем, отрабатываем опять же старт. Старт. Собственно. Начнем? Да. Почему ты делаешь именно вот на прямом, а не на привычном для армрестлеров EZ грифе? Значит, был у друзей в Киеве, привет им. Вот они, собственно, показали мне это упражнение. Не то, что показали, они делали, мне понравилось. Почему? То есть, чем длиннее гриф, тем больше он балансирует. И очень полезно для кисти, вообще для руки в целом. Особенно для армрестлеров. Чуть-чуть схватил полсантиметра неправильно. Чем больше вес, тем больше выворачивает тебе его. И задача с этим грифом больше не сделать не само движение там, на бицепс, а вот именно удержать сверху вниз, вот именно, чтобы оно не вывернуло кисть. Да. То есть получается, тебе туда тащит, но ты пытаешься удержать. Собственно, как и в борьбе на руках, да. Поэтому очень хорошее упражнение, очень мне понравилось. А то, что там в интернете мне присылают, там 2 руками закинули, выводят, тут держат, это же не то. То есть задача стартануть и удержать это в кисти, потому что ее реально выворачивает. А то, что там 2 руками, либо с фиксацией с камня скотта, с гантели, это совсем уже другое. Поэтому нефиг мне присылать. Я тоже все это делаю. Но это упражнение с этим не сравнится. Ну, сейчас вес побольше взял. Сейчас примерно, ну, пока вес небольшой, вот уже выворачивает кисть, видите, да? То есть в ту сторону. Ты пытаешься удержать. Гриф балансирует то туда, то сюда. Моя задача, кроме того, что движение сделать, еще и удержать кисть.
Очень хорошее упражнение. Советую. Видишь, балансирует как. Короче, вот так вот как-то все это происходит, поэтому второй рукой закидывать не надо. Теряется смысл упражнения. Фу. Вот так вот, короче. Как-то. Что мы делаем следующее после? Ну, как я сказал, ближе к соревнованиям, взрывы, старты. То есть осталась неделька, то есть многие, не многие, наверное, все армрестлеры начинают работать со жгутами, отрабатывать старт, скорость. Ну, собственно, мы не исключение. Ну, опять же, используем различную технику, да. Размялись. Будем брать жгуты помощней. Фух. Тяжело. За сколько ты вообще железо, получается, за неделю, грубо говоря, за полторы до турнира ты убираешь полностью, ну, работу вот на железке. И больше уже переходишь резина и чисто Да. восстанавливаешь. Ну, тут тема какая, связка должна застыть. То есть по ощущениям, да? Наверное, у каждого свое восстановление. Каждый сам видит, как он восстанавливается. Ну, допустим, чтобы понимание было, да? Допустим, даже жим лежа. Если его там 2 раза в неделю делаешь, то в понедельник пожал там 200 килограмм, в четверг уже 200 тяжело, не восстановился. А через неделю нормально. И вот примерно у меня неделя восстановления идет. Я уже просчитал. Даже там на турнике. То есть намного проще, скажем, работать раз в неделю на максимум, нежели там через день. И когда тебе нужна сила, восстановление должно быть максимальное. Поэтому, ну, недельки мне достаточно. Да, убираю. И на старт, как ты видишь, я не работаю как бы на силу, да, я работаю на количество. Поэтому тут восстановление как такового там раз в 2 дня достаточно. Вот именно старт отрабатывать. Понятно, то, что если я там жгут натяну, максимально возможно, чисто на удержание, то здесь как бы работа на силу будет, и поэтому восстановление
будет больше намного. Но я беру среднюю дистанцию и пытаюсь вот именно сработать на скорость, на выносливость. Но не на силу. Знаешь, многие армрестлеры, ребята участвуют в соревнованиях по жиму лежа, да? Ты используешь вообще, просто готовишься и жмешь. Когда вообще отдыхаешь от соревнований, то есть у тебя... Не, я сейчас жму, то есть я сейчас, в принципе, 260, буквально, не знаю, 2 недели назад жал. Но когда готовишься на соревнования по армрестлингу, мне локтей не хватает. У меня, помимо жима лежа, от которого от максимального веса болят локти и плечи, у меня еще есть большой вес на бицепс, от которого тоже плечи и локти ноют. Есть ручки с большими весами, от которых тоже локти. И то есть я считаю, на каждое такое упражнение силовое иду с больными локтями. То есть мне некомфортно, но я стараюсь. И все-таки моя задача набрать максимально возможную силу, но для борьбы на руках, поэтому я как-то сильно сильное значение не придаю именно жиму лежа. А вообще его с точки зрения полезности упражнений для арм вообще? Да, я считаю, это нужно, но, как вы некоторые заметили, я, скажем, не жму правильно, да, как жимовик. Да, многие говорят, перестройся, там мостики, хват шире. Мне некомфортно, мне это, собственно, не надо. Мне нужна сила в руках. То есть я пытаюсь не отобрать это движение за счет мостика, за счет чистой груди. Мне нужны руки. И поэтому там, если у меня хват средний, значит мне так удобно и комфортно. Я считаю, что именно для рук такой хват самый оптимальный. Если я начну там шире брать, с рук нагрузку убирать, мне это, наверное, не надо будет. То есть у меня нет задачи жать конкретно по правилам там, соревновательного жима, такого нет. Да, если бы, может быть, там как-то было свободное время, поехал, выступил, но опять же, с точки зрения профессионалов, я жму неправильно. То есть мне надо перестраивать, но оно мне не надо, было бы ради чего, скажем так. Вот так, в свое удовольствие жму, мне так нравится. Пусть неправильно. То есть базовое силовое должно быть. Я считаю, что конкретно для рук жму я правильно. Вот и все. База, которую каждый армрестлер должен по-любому включать в свою подготовку. Помимо, знаешь, работы. Очень многие задают вопросы, что самое главное. А что самое главное? Хвост. На самом деле мы боремся на руках, естественно, самое главное рука. То есть она должна быть подкована со всех сторон. То есть нету такого, что а что там главнее бицепс. То есть полностью рука. Кисть, пальцы, там, предплечье, бицепс, плечи. Опять же, если мы профессионал, понимаем, что нужна спина и грудь нужна. То есть весь верх. Профессионалы даже ногами упираются с такой силой, что и приседать надо, и становую тянуть, вытягивать спиной. То есть, в принципе, он должен быть универсалом. Он должен делать все. Если ты хочешь профессионально заниматься армрестлингом, то есть ты должен делать все. То есть ты должен посмотреть, как ребята борются на соревнованиях, какие мышцы задействованы. Но основа основ, то есть это как в пауэрлифтинге есть базовые упражнения, да? Я не считаю, что там прям нужно армрестлеру там становую присед прям жестко бомбить. Чем больше, тем лучше. Но для армрестлера это бицепс обязательно стоя, оно для меня как базовое. И конкретно с читингом. То есть пускай там меня обвиняют, не обвиняют, сколько я там здесь стенки сделаю. Нафиг мне ваша стенка. Объясните мне, что происходит. То есть есть технически правильно выполнение упражнений. Вы проводите соревнования, вы стоите возле этой стенки. Зачем? Чтобы выступить на соревнованиях. Выступайте на соревнованиях по подъему штанги на бицепс. Не надо навязывать это другим. Мне в том числе. Я делаю для себя бицепс с читингом. То есть у меня
свое видение этого упражнения. Я считаю, что я делаю правильно. А ваши стенки, говорите, от них мне сила не прибудет. Ты скажи конкретно, что тебе читинг дает, что именно вот. Ну, скажу. И, короче, так же самое и все остальное. Я на турнике делаю. Со стороны может кажется, что это неправильно. Но у меня, опять же, я говорю, взрывы. То есть у меня связки должны охреневать после тренировки. Связки с суставами, но не мышцы. То есть это на турнике там, я помню, в школу приходишь, подтягиваешь. Технически правильно, да? Но сейчас, если я технически правильно делаю упражнения, я не получаю удовольствия от тренировки конкретно. То есть технически правильное выполнение упражнения, есть какие-то нормативы. Вот, собственно, выполняйте их так, как вас просят. То есть если у меня есть как бы желание, то есть в школе, да, там, чисто на технику поработать, сделать нужное количество раз на оценку, это одно. Но если я занимаюсь каким-то спортом, вижу преимущество конкретно не в технических параметрах, а именно в чем-то другом, и я нашел в себе эти движения, я их, собственно, выполняю. Я не пытаюсь никого обмануть и навязать это другим. Я считаю, что я делаю правильно, и мне это больше подходит, нежели технически правильно выполняемые упражнения. Это как на брусе тоже пришел, где-то там пиво пьют. О, я так тоже смогу. Я понимаю, что ты сможешь. Но я борюсь на руках. Давай просто ты так же сможешь, и мы поборемся на руках. И посмотрим, кому это упражнение что-то дает, а кому это не дает. Если ты, собственно, это, как говорю, тренер, если что-то показывает, то он должен объяснить, для чего он это делает. То есть если это даже неправильно выглядит со стороны, в техническом там каком-то диапазоне, да, то тренер должен объяснить, для чего он это конкретно делает. Что ты конкретно от этого упражнения должен получить. Опять же, да, к нам в фитнес-центре работаю, приходит девушка высокая, она залазит, ну так просто, между прочим, скажу, да, я тренер, мне сказали, ты должен следить за клиентами и смотреть, чтобы они технически правильно выполняли упражнения. Но есть же какие-то спортсмены, у которых есть специфические упражнения, да. И вот приходит девушка, она залазит в жим ногами под углом и начинает не жать, а поджимать и выбрасывать резко этот вес, там, я не знаю, килограмм 100, просто подбрасывает и ловит ногами. Ну, я как тренер думаю, что за фигня. Естественно, мне надо подойти и сказать, что вы делаете, девушка, это неправильно. Но где-то внутри я понимаю то, что, может быть, ей так надо. Я подошел, спрашиваю, что это такое, для чего вы это делаете. Оказалось, что девушка играет в бадминтон профессионально. И тренер сказал делать такие упражнения. То есть у меня сразу, естественно, вопросы все отпали. Пожалуйста, делайте. Понимаешь? Так же самое. И ко мне должно быть, понимаешь? Лучше спросить, а для чего ты так делаешь? Почему? Они говорят, да, так любой сможет, а ты лучше возле стенки стань спиной, давай это бомби. Мне даже рассказывали, еще в Марк Аврелий я не устроился, прихожу, а там армрестлеры ходили, и Деньков в том числе занимался там. И вот мне рассказывает, как он уже чемпион мира по армрестлингу, и он залазит в горизонтальную тягу, ну, для спины. То есть он делает это одной рукой, чтобы понимали то, что чисто технически со стороны уже идет там искажение спины, то есть она не ровно стоит, а боком. И он ручку берет вот так вот одну, вытягивает. Ну, насколько мы знаем Денькова, это такой жесткий мужичок, которому не надо рассказывать, что и как. Может в жесткой форме объяснить, да. И вот к нему дежурный тренер подходит и говорит, да вы неправильно делаете. То есть, ну, это конкретно не я видел, это мне рассказывали. Я армрестлингом занимаюсь, пришел и начал делать примерно такие же движения. И ко мне подходит и говорит,
Я подошел, тут такой Деньков ходил, он так же самое делал. Я говорю, вы неправильно делаете. Он говорит, иди ты нахер, я чемпион мира по армрестлингу, я знаю, как правильно делать. Понял? Собственно, фух, самое тяжелое у себя и брать что-то неподъемное, да? И поэтому очень многие страдают, естественно. Говорят, вот я там тренировался, поборолся и вообще не понимаю, что случилось. У многих вот эти мышцы, какой бы он там здоровый не был, качок, то есть они там связки не развиты, никогда даже не были нигде задействованы. И вот он поборолся, у него там произошли микроразрывы. Но насколько микро, об этом знает только он, там, либо снимок, да? И поэтому, когда люди пишут, вот у меня там болит, я так вот определить не могу, что там произошло. То есть, собственно, что касается меня, я примерно понимаю, когда там что-то мини, да, так, то, что терпимо. Я понимаю, то, что ничего серьезного там не произошло, там недельку, все заживет, все будет хорошо. Но мы будем говорить о людях, которые не понимают, что у них там. Поэтому, если вы не понимаете, идем, делаем снимок и смотрим конкретно. Если это что-то микро, то не боимся, идем в зал, тренируемся. Но опять же, 50% веса, опять же, очень жгуты помогают залечить. Просто ждем, пока все это зарастет. Если же уже реально порвали, там отрыв, то тут уже, конечно, я советую вообще завязать пока, проконсультироваться там, я не знаю, с тренером, со спортивным врачом, уколы всякие для суставов и связок. И прям лечить, пока все это не залечим, да. То есть при этом все контролировать. Потому что очень ребят есть шустрых. Вот он готовится на соревнования. За неделю до соревнований, естественно, там ближе к соревнованиям выходит на максимальные веса. Я по себе знаю, когда не можешь, спишь и видишь, как в голове какой-то вес определенный. То есть ты должен к нему подойти, чтобы психологически хорошо выступить на соревнованиях. То есть если ты к этому весу не подошел, ты психологически сломлен. И ты уже такой, елки-палки, я не дошел до того, к чему стремился, значит, я не набрал стопроцентную форму. И многие травмируются. Но они на этом не останавливаются, они спрашивают, что делать? У меня болит, а у меня соревнования через неделю. Ну, естественно, я пишу, нафиг, все, соревнований нету, отдыхай, лечись, все. Нет, но у них, если он такой вопрос задает, значит, желание даже при этой травме есть выступить, понимаешь? То есть ему не важно как, он думает то, что есть волшебник, который там сделает движение и все пройдет. Нет, к сожалению, такого чуда произойти не может, поэтому поступите по-умному, пропустите соревнования, залечите и в следующий раз подойдите с умом к тому, что вы делаете. Думайте прежде всего. Если не можете думать, консультируйтесь, спрашивайте тогда, когда нету травм, когда нету боли, а не тогда, когда уже все уже. Да, лучше предупредить, чем потом лечить. И поэтому очень многие, к сожалению, ошибаются, очень многие наступают на эти грабли. И
Это многие, знаешь, а вот обезболивающие есть. Я говорю, ну если ты пошел на соревнования выступать и на соревнованиях получил травму, и чувствуешь, что хочешь бороться до конца, ладно там. Но опять же, вы вредите своему здоровью сами. То есть, когда болит, ты травмирован и кушаете обезболивающее, то вы делаете только хуже себе. А многие, ладно, соревнования, когда спортсмен борется до конца, знаешь, есть такие люди с характером, все равно потом полечу, ничего страшного. Но есть же люди, которые просто ходят в зал, никуда не готовятся, у него болит, и он на тренировку идет и кушает обезболивающее, чтобы потренироваться. Но это уже маразм. Отдыхайте. Не надо мучить свой организм, насиловать свои суставы. Лечите, залечите и приходите заново в зал и тренируйтесь. Тем более, ладно, там железо уберите, если у вас там руки чешутся что-то сделать, вы придите, кардио, велосипед, потренируйтесь. Такое, что не вредит вашим суставам и связкам, тем более травмированным. И ни в коем случае не надо принимать на тренировках обезболивающее, притуплять эту боль для того, чтобы потренироваться с большими весами. Забудьте про это. Если вы хотите хорошую там спортивную карьеру, либо достичь чего-то, именно в силовых показателях и результатах, не надо так делать. У тебя уже устало, что-то болит, а тебе, ну давай поборемся, ну ты же такой большой, ну давай, или там, то есть как вот к этому, многие считают, что это одна из, знаешь, таких основ, что на пути к успеху, уметь отказывать. Ну, собственно, да, но опять же, провокатор в плане там тренировок, либо на соревнованиях. Нет, именно, знаешь, вот даже просто в зале. Ну и на соревнованиях это обычно уже позже происходит. А именно в зале кто-нибудь там, ну пойдем поборемся, давай там, зная то, что это. Ему-то ничего не будет, а тебе если это... Не, знаешь, я не буду говорить про зал. Допустим, у меня в зале есть стол. То есть, да, провокации бывают со стороны вообще, да, физкультурников, спортсменов. Вот недавно там заехал на свадьбу, там такие крепкие ребята. Они не просто бороться хотят, они понимают, что ты чемпион мира, мы проиграем, научи. То есть они думают, что это сразу можно научить. Ладно, допустим сразу, но они меня тащат на обычный стол, там, где нету подлокотников, ничего. То есть я понимаю то, что все это твердое, жесткое, это все-таки потом гематомы и боли. То есть я уже прошел через это, показывал все-таки, некоторым бывает, показывают за столом. Но на этом же не останавливаются. Кроме того, что показывают, они говорят, подави меня, я хоть почувствую, какой ты сильный. И это все эти напряги, то есть понимаешь, да, то есть что такое... Не буду. Что такое там синяк, да, то есть это уже... что-то там болеть начинает, когда на него опять же локоть поставишь. То есть поэтому я уже привык там к подушкам, к столу, к этим подушкам, потому что очень многие не понимают, что конец борьбы уже там 15 сантиметров от стола. Они почему-то уверены, что она костями. И это все это понимаешь, ты же тоже думаешь, раз ты такие правила придумал, ладно, доведем дело до конца. Это неправильно. То есть, если ты профессионал, лучше скажи, ребят, есть стол, приходите, я вам покажу за столом. А не вестись на эти провокации, как ты говоришь, и самому себе сделать хуже. То есть, да, такие бывают. Я отказываюсь, даже не отказываюсь не в плане того, что боюсь там проиграть, естественно, я не боюсь, а в плане того, что я целей буду, да. То есть мне это не надо. Задумался. Тем более этих подлокотников нет. У них локти куда-то поехали, туда-то подъехал, он считает, что это нормально. Я говорю, то есть, ему трудно объяснить это, пока он не видит стол. Они даже некоторые не знают, что соревнования проводят, что эти столы есть, понимаешь. То это хуже всего. Понимаешь, когда им показываешь, вот здесь уже более-менее по-настоящему. Ты можешь показать, подсказать, и он понимает, насколько это сложно. Они же привыкли все по пьяни там за обычным столом бороться. При этом потом у них там все болит, они не понимают, от чего болит, и начинаешь объяснять, да. Или руки ломаются. Да, то есть это то же самое, упал просто на твердое что-то, ушиб, все, он болючий. Ты даже
локоть даже на эту подушку будет больно поставить, понимаешь? Поэтому, да, игнорируем, конечно. И бывает, конечно, если в зале ходишь, стол под боком, кто-то хочет попробовать, я никому никогда не отказываю. Вот провокаторам, которые пытаются абы где и абы как, я отказываю. Я говорю, нет, я не буду. Вплоть до того, что боишься? Я говорю, да, боюсь, ты победил. Молодец. Да. Поэтому, да, отказываю, не боюсь. Ну, такова вот. Если не ты, то никто не задумается о твоем здоровье. Поэтому думайте, прежде чем делать. Кстати, хотел бы обратить внимание, что Денис очень тонко так подметил, что консультироваться нужно со спортивными врачами. Да, спортивные врачи, Каждый потому что... терапевт вам скажет, что Да, завязывай, зачем тебе это надо, да. ты уже болен. Который купил диплом о высшем образовании, который не появлялся в институте, купил, ему кажется, что это правильно. Лучше ничего не делать. Я просто работал в зале, я видел, когда люди реально ведутся на врачей прям так жестко, как будто это бог и царь. И когда, я не знаю, то есть моменты такие, да, то есть я сам прекрасно понимаю, если человек там болеет, я его не веду на железо, но кардио можно поделать, да, там калории пожигать. Когда там девушки, извини меня, приходят, говорят, что у нас там гормональное какое-то лечение, то есть на почве этого, и доктор запретил тренироваться, а потом там через полгода-год приходят килограмм на 20 и такие вот. То есть, ну, подумайте, прежде чем прислушиваться к такому мнению, лучше обратиться к нормальному специалисту, который вам объяснит, чем это чревато, ваше сидение там и лежание там дома. Ну и, собственно, вы уже сами принимаете решение. Хотите вы быть красивыми? Ну, короче, собственно, очень часто врачи наши ошибаются. Поэтому я всегда пытаюсь направить к спортивному врачу, а не просто там в поликлинику, там где нафиг никому ничего не надо. Передачу показывают по телевизору уже. Я тут недавно ругался по России 2, когда там типа про стероиды. Я там засветился, про анаболики. Там показывают витамин В12, собственно. Да, называя это стероидами. То есть это ж надо как... Это по России 2 показывали. Это какого вообще не иметь представления. Да, и такие шприцы, короче, для животных показывают. Говорят, что такими шприцами колят вот эту вот красную штуку, блин. И Ну будешь и через 2 недели как это, он, да? Да. И это смешно смотрится. Они мне звонят, я говорю, вы меня один раз подставили. Вы вообще консультируетесь хоть с кем-то? Что вы показываете? То есть, я говорю, там 10-20% страны смеялись с вашей передачи, потому что вы показываете витамин В12, обзывая это там анаболическим стероидом. То есть, неужели вы так не уважаете себя, что не можете проконсультироваться, что вы показываете? Ну, Знаешь, 30% посмеялась, а 70% поверила. Понимаешь, конечно, вот да. это печальнее всего, и потом вот Да, от да. этого ментальность и неуважение к спортсменам. Да. Ну, знаешь, мне как-то... я все прекрасно понимаю, что есть люди, которые не понимают. И к счастью, мне на это глубоко, как вы понимаете. Мне только смешно, и мне их действительно жалко, потому что когда им объясняют, что такое там витамины, ну, самое главное, да, когда люди действительно там болеют, страдают от нехватки чего-то, и начинаешь рассказывать действительно что-то важное, потому что ты это знаешь, пытаешься донести до него это, а он это игнорирует. Ну, мне только смешно. Ну, раз вы считаете, что вот так вот дышать экологически чистым воздухом достаточно, ну, флаг вам в руки. Да, то есть пока действительно, как у многих, не проявляется, скажем, болезнь уже в какой-то такой уже запущенной стадии, они всю твою информацию игнорируют. И это смешно. А потом, когда там через 5 лет он говорит, а ты был прав,
Ну, дружище, что я могу тебе сказать? Лечи теперь, ну. Денис, спасибо тебе за то, что уделил нам время, показал свою короткую тренировку в плане подготовки, пообщались с тобой Короткую, но сильную. Да, пообщались. Я думаю, многим, кстати, интересно станет вот именно это упражнение с прямым грифом. Кто-то сам попробует. Именно в таком исполнении, которым ты показал, да, и уже как бы, чтобы снять все вопросы. От нашей группы, от наших подписчиков пожелаем тебе удачи на предстоящем турнире А1. Мы думаем, что победа будет за тобой на обеих руках, но конкуренция, конечно, бешеная, там тебе отдыхать никто не даст. Да. Я так думаю, что ты там зарубишься по полной. Соглашусь. Да, сам, в принципе, переживаю немного, потому что действительно очень хороший состав едет. Абсолютно. Поэтому настраиваюсь на быструю, хорошую, сильную борьбу. Буду надеяться, то, что не получится. Ну, хотелось бы, чтобы не загрузили раньше времени. Вот, собственно, максимум, все, что мне хочется, это не загрузиться раньше времени. Будем надеяться на профессиональный подход организаторов к сетке турнира. Ну, а ты сделаешь все, что от тебя мы ждем. Не, ну Это я как что- бы что все пора. делаю, как бы считаю, что все делаю правильно, все, так скажем, расписано. Поэтому тренировки могут быть короткие, но они, ну, такие вот тренировки. Каждый день, ну, по чуть-чуть. Главное, знаешь, все ждут вот именно, чтобы расставить все точки над «и» в вашем противостоянии с Дэйвом. Но опять же, противостояние это все-таки армфайт уже конкретно. Я же еще раз рассказываю то, что в моем случае, что в его случае на этом турнире, то есть можно и из группы не выйти, к сожалению. Поэтому как бы будем надеяться, то, что у меня и у него все будет хорошо, и мы пересечемся и поборемся. Но опять же, не гарантирую, что мы будем прям оба в стопроцентной свежей форме. Да? То есть понятно, то, что ну, реально это турнир с большим количеством хороших спортсменов. Поэтому я не думаю, то, что нам удастся выйти свежими там, на финал, там, на полуфинал. Ну, будем бороться. Ну, я надеюсь, ты опыт сборной России по футболу не покажешь. Ты говоришь, ты выйдешь обязательно из группы. Надеюсь, этого у нас не будет. Постараемся. Из группы, да, постараемся выйти. Желаем тебе удачи. Спасибо. Всем привет. Большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал и смотрите в следующем выпуске.